Всем привет, ребят! Мы продолжаем проходить Fatal Frame первую часть. Значит, убил я первого босса. Босс, который... То есть у нас как? Игра делится на 5 частей. Пятая часть это будет финальный босс. Первые 4 части это у нас будут отдельные истории, которые так или иначе связаны с главной героиней, которая ищет своего брата. В общем, во время первой ночи мы убили мужика, который был связан с фольклором. Его там, в общем, задушили веревочки. Ладно, теперь дальше, поехали. Выходим. Так, вернулся в игру. Угу. Надо не забывать, что у нас вот здесь вот в местах сохранения можно пополнять пленку. Кстати, а насколько она пополняется? Где-то кадров на 10, по-моему, да? Не густо. mr.toaster. Эх, сейчас смотрю концерты из прошлого. Что за концерты? Которые в Кодоре были? Про эти? Босс, когда подыхал, говорил то, что что-то там возле ворот. А я их, видимо, не очень внимательно осмотрел. И решил пробегать лишний раз. А у нас вот здесь-то, вот тут. Оп. Заставочка. Вот эта искомая статуэтка. В основании ворот Шинта есть скрытая дверь. Внутри что-то есть. Оп. Будда без головы. Голова повреждена и выкрашена красным, как кровью. Что-то написано на бумаге, которая была завернута статуей Будды. Документ 5 Будд. Похороните дух Девы. Поместите 5 Будд на руки и ноги. mr.toaster. Не очень понятно. Ну да. Было дело. Выступали мы. Так. Вот сюда прям показывалось то, что надо поставить статую вот эту. Ряд из 4 Будд. Посередине пространства для еще одного. Буквы переводчики у нас местами перепутали. Поставить обезглавленного, да? Я вставила статую Будды с поврежденной головой между прочими 4 статуями. Пьедестал открывает сетку из углублений 3 на 3. Его надо сфотографировать. Да. Ряд статуи Будды стоит над рядом отверстий в пьедестале. И чё? Угу. Статуи Будды со сломанной левой рукой. Так, ну-ка. Вот, допустим, сюда. Нет. Подожди. Вот у нас на картинке, вот этой вот, где ячейки расположены, там у нас как будто человек нарисован. Так, подожди, а как убрать? Вот. Так, голова. Голову сюда ставим. Я вот не знаю, в зеркальном порядке эти ноги будут стоять или наоборот. Давай вот так. Нога сюда пошла. Рука так. И вот так. Я слышал звук, думаю, она открылась. Да, все верно. Решили мини-головоломочку. То есть из всех вот этих 4 историй... Сейчас она проговорит.
У-у-у. Это у нас главный босс игры. Прилетела. Я уже забыл, как ее зовут. Так, ну, наверное, надо валить как-то, да? А нет. Если катсцена запустилась, значит убегать не надо. Все хорошо. То есть был какой-то ритуал. Вот эту вот женщину, нападавшую на нас, связывали по конечностям. Это дети танцуют. По-моему, дети слепые. Вот умеют ебошки, да? Саспенса нагнать. Все, дети рассосались. Кто куда. Ну, комнатка знакомая. Там, кстати, дверь. Следы от веревок остались. Только на руках. А что не на ногах, шее? Так, сохранится, да. 30 экспозиций, да. Пополняем пленку еще. Ну и сохраняется. Заодно. Демон. Вторая ночь. То есть у нас за каждую ночь после побежденного босса будет даваться по кусочку зеркала. Вот такого. Мы это зеркало, в общем, потом соберем и пойдем к финальному боссу. По идее так. Несколько клочков бумаги лежат на земле. Похоже, они часть блокнота. Заметки Мафуер. Брательника ее. Должно быть, я умер, видимо, он написал. Боюсь, господину Такамину уже нельзя помочь, если бы я пришел немного раньше. Духи здесь очень сильные, и сила этого проклятия должна быть кроется где-то здесь. Начну искать ее немедленно. Хорошо. Дверь за печатью. Надо вот эту штуку найти. На фото изображен свиток, он напоминает картинку этикетки демона. Ладно. Это я запомнил. Примерно. Коробка с пленкой находится на полке. Ну еще. Слушай, ну прям наваливают пленки вот этой вот обычной. По чуть-чуть, но все равно дают. А он что-то еще блестит. Оп, башка отвалилась и кукла. Что-то блестящее стоит на полке. Камень духа. Ну, то есть вот эти камни духа нужны конкретно для прокачки. Не только то, что ты очки получаешь, но еще и вот эти камни духа нужны. На этом шкафчике стоят 4 куклы. Похоже на то, что сам шкафчик закрыт. Надо еще такую куклу, я думаю. Ладно, понял, принял, подожди. Еще что-то будем брать. Ряд красных кукол прикрывает свои глаза ладонями. Дневник, написанный на старой бумаге, лежит внутри шкатулки. Клочок дневника леди, видимо.
10 июня. Микото, похоже, действительно нравится особняк. Сегодня она снова играет здесь с друзьями в демона. Большой особняк. Отличное место для детских игр. Для таких больных, как я, он немного великоват. Сегодня прекрасный день. Я с мужем и дочерью прогулялись в горы. Мне уже немного лучше, и я даже смогла пройти длинный путь сегодня. Мне было весело. Ну, не знаю, что это имелось в виду, конечно. Все, открывай дверь. О, это сложный призрак. Да, ну я не успеваю, подожди. Прям бегущего пацана надо очень быстро щелкнуть. Я не успел опять. Че она не фоткает? Понятно. О, я успел. С горем пополам. Да? Мне ждали? Сейчас посмотрим. Дали очки? Нет, не дали. Блин, да он на секунду вообще вылетает просто. Не засчитали. Вот, наконец-то, ребенок. То есть, когда у тебя засчитывают призрака, у тебя внизу подписывается, кто же это все-таки бежал. Ну, бежал, летел и так далее. Вот. За него вон сколько накинули. Я могу что-нибудь качнуть? Ну. Еще недолго. Мне ни на что не хватает. Ладно. Дальше пошли. Надо где-то вот эту вот. Ну, как сказать, типа эмблемы какой-то искать. Но если я иду по катсценам, то все верно. О, вот это, кстати, прикольный призрак. Фишка его в том, что не надо двигаться. Блин, нет. Только двинулся, и она сразу на тебя летит. Тихо. Так, подальше отбегу. Сейчас мы ей уронов паяем. Ну так. Чуть-чуть ей прилетело. Блин. Вроде же не двигался. Что это такое вообще? Эй, где я? Так. Что-то я не то загрузил. Какой-то, видимо, глюк. Почему-то какая-то вторая, что ли, часть загрузилась, я не понял. Хотя даже нет, это не вторая часть, это такое ощущение, то что... Давай. Даман 72. Привет, какая старая прикольная игруха. Да, привет. Классика жанра. Хорошо, что я сохранялся не так давно.
Так, ладно, все это дело пропускаем. Записочки. Стоять, боец. Я вот не помню, где эту штуку искать. Ну, по идее, меня должны привести к ней как-то потихонечку. Так. Вот здесь какой-то предмет, да, я брал? И там еще записку находил. Она не видит. Эй. Ну, ближе надо. Ну, тут приходится прям пиксель-хантингом заниматься. Так, давай, сейчас мы пацану вылетать, его надо очень быстро будет сфоткать. Не успел. Снова. Теперь получилось. Но первая часть темы сложна, то что всегда очень быстро вылетают призраки. Во второй, третий там попроще как-то. Ну, плачущие мы уже видели. Сейчас надо будет как-то от нее удрать, я не знаю. Подальше. Чтобы она и догнать не могла. Я дошел на безопасное расстояние. Фишка этого призрака в том, что если ты двигаешься, она быстрее нападает на тебя. Главное не шевелиться и просто фоткать. Не успел. Хреново. Давай тренироваться. Закреплять. Я вот не знаю. По-моему, прокатит, если от нее вообще просто уходить пешком. Нет, не прокатит. На одном месте стоять. А где она? Взяла, исчезла, появилась сзади. Ну там. Ладно, давай так. Все равно нападает. Вот падла, а. Сучка. Вот вообще непредсказуемо действует. То она исчезает, появляется за тобой, то сразу летит. Ладно, давай так хотя бы. Ай-яй-яй. Где? Ладно, там далеко. И треснуть-то на пару раз всего. Телепортит. Ну давай так. И как, блядь, поймала меня. И причем придется несколько раз так вот биться. По сути, это обычный моб.
На секунду появляется она. Тихо. Но летает по одной траектории. Можно ее запасти. Да, в принципе, вот так долбану и пойдет. Теперь надо где-то эту эмблему искать. Что-нибудь появилось на ее месте? Так. Я не успеваю повернуться. Угу. А так оно не прокатит, короче. Надо прям бежать, и как будто ты резко повернулся. Да, где-то тут висит. Кстати, тоже чика на секунду какую-то появляется. Поймал. Повешенная. Моя дочь, она играла с этикеткой демона. То есть дети играли что-то вроде пряток. Пока вот только это объясняется, ну, рассказывается. Дети играли что-то вроде пряток, и где-то что-то произошло. Но больше ничего не объясняется. Надо вспоминать, где висит вот это вот панно или что-то такое. Кстати, по очкам 12 тысяч. Длина расширяет кольцо захвата. Да давай качнем, чего нет-то. Как раз. Конечно, всех этих камней духа не хватит, чтобы прям все прокачать. Ой, не туда. Камень духа. Но если успешно фоткать каждого выпрыгнувшего призрака, то вполне, в принципе, большинство этих, как вам, статов своих можно качнуть. Так. Где искать бы это панно? Панно это называется. Короче, плакат какой-то. Что-то блестящее лежит на зеркале, но я не могу это понять. Ну нет, этого малого точно, блин, по-моему, не сфоткать. Он очень шустро вылетает. Я, конечно, попробую, прям наводя вот так вот камеру. Но если призраки бегают тут, значит я правильно иду. Блин, там какие-то секунды просто. Но за них типа и денег дают больше. Как-то так, по-моему. Надеюсь, успею. Да, нет. Ну и ладно. Это очень быстрый призрак, ну и ладно. Так, малые куда-то вот туда бежали. А эта дверь у нас закрыта. Окей. Еще какая-то падла. Ну это мы уже видели, кстати. Она уже нападала.
Чё, give back? Где? Что-то 2 кадра просрал, вообще она не нападает. Подожди. Это тоже трешак. Так. Что эмулятор разогнался. В чем дело? Подожди. Ладно. Ну так. Не успел. Так, а что если вон туда удрать? Ну, допустим. Не успел. Новый кадр. А тут вообще не попал. Пойдет. И осталось-то. Вот там. А? Потом фрейм. Ну, нормально, пойдет. Но похилиться придется. Эмулятор что-то заглючил, он начал быстрее воспроизводить игру. Поэтому получил урон. Так, давай полечимся. Вещь. Пилюли и страв. Оп. Причем одна хилка до конца не отхиливает. Замечательно. Стой, а тут есть что-нибудь? Нет. Сначала вот это дело подниму. Коробка с пленкой. Ага, зеленая. Подобрал. Какие-то лестницы. Ну, хер знает. Пошли в другую часть дома.
Закрыт. А чё, где? Где чё? А, рожа какая-то. Есть на стене. А, так вот я это нашел. Просто освещение хреновенькое, а вот я нашел это место. Ну, как говорится, далеко ходить не надо. Слушай, а это панно, оно же может быть там, где камин, комната. Так-то. Ладно, посмотрим. Талисманы сейчас, окей. Опять они вылетают. Ну, пацан, ну чё ты? Блять. Ну, это геморрой какой-то вообще. Может так пройти попробуй? Нет, не попал я. Чуть-чуть левее надо. А, беглое дитя. Че? Тут болтаешь. Что ты лежит там окно? Кассет 37. Хорошо. По-моему, обычная пленка куда нужнее. Ну, вот обычная синяя. Ее как бы тоже довольно-таки в ограниченном количестве дают. Угу. Ритуал Шинта, слепой и придет день. Ну, тут надо какую-то записку найти. Записку найти с цифрами. Это потом. Принцип загадок тут не меняется. Так, ну пойдем туда, в комнату с камином. По дороге да что-то должно найтись. Ну, типа вот это вот плаката. Я думаю, может наверх быстренько подняться, там посмотреть. У нас тут пиздюки быстренько активно бегают. А вдруг чего? Да тихо ты, ну куда? Только она начала подниматься или опускаться. Все, анимацию уже не прервать. Так, ну это явно не тут. Хотя можно попробовать дверь эту дернуть. Дверь не открывается. Ясно, понятно. Стой, где-то светится. Вот, тут светится. Стой, тогда стоя на лестнице, наверное, можно будет сфоткать. Вот так. Пойдет? Блин, я на лестнице не могу фоткать. Тогда как-то от фонаря надо ловить ракурс, когда он загорается. Вот так примерно. О, пойдет. Белый монах. Ничего. Сюда, наверное, потом как-то будет возможность пройти.
Единственная неоткрытая дверь осталась вот именно с плакатом. Ну, в принципе, я тут что? Я тут все осмотрел. Когда пошли в другую часть. Там на выходе явно нет, да. Давай, наверное, туда вернемся. Блестяшка. Старый свиток лежит рядом с погребальной доской. Ритуал «Слепой демон». На 26-й день 11 месяца при подготовке к ритуалу удушения спустя 10 лет выберите деву, обладавшую силой. И должно быть не меньше 7 лет, 9 месяцев и 25 дней. Так, сейчас, секунду, это надо записать. Это важные числа. Ритуал «Слепой демон». Да-да-да-да. Так, значит, числа 2611. 2611. 10. Ну, допустим. Вопросом. 7, 9, 25. Вот число 10 непонятно. Для чего? Так, давай, у нас тут кнопочка с штука с сохранениями, коробка для погребальной таблички, костей, ладно. Что? А, скорее всего, за ширмой. Что это? Что за призрак? Ладно. А, ну. Баба перевернутая. До свидания. Сейчас надо будет в ту комнату зайти и там взять этот какого. Там взять пленки немного. А то обычная пленка заканчивается. Так, а тут у нас ни плакатиков, ничего, да? Сохранимся заодно, чё уж. Либо мне идти к двери, подбирать код, либо искать вот этот плакат. Не факт, что он вообще, ну, именно в открытой части замка есть. Ну, замка. Особняка, короче, вот этого. Ладно, давай попробуем мы дальше пройти. Попробуем дверь открыть. Раз уж меня туда ведут, прям дети в ту сторону бежали, и код там нарисовался, записка, всех дел. Давай просто будем идти вперед. Надеюсь, прокатится.
Надо будет сейчас ввести 4 числа. Ну вот насчет 10 я не уверен, зачем они почему-то поставили там цифру 10, но два четких четырехзначных числа, четырехзначных числа точно есть. Да, хорошо, гравировка, я понимаю, шинта, ритуал слепой, придет день. Так, от 0 до 9, по-моему. Так, 0, это 0, 1, 2. Давай, 20. Так, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1 и 1. Та-дам! Вычеркиваем это число. И открыто. Что-то очень знакомое ощущение. А что, опять в этом внутреннем дворе? Либо они одинаковые. А карта есть? Очень странно. Ну ладно. Да, я тут был. Зачем-то мне преградили путь кодовой дверью в локации, где я уже был. Зачем? Хрен его знает. Давай до упора еще раз бегаем. Может, там этот плакат висит? Хотя, по идее, не должен. Потому что эти ворота, они относятся же у нас к первой истории. Не знаю. Камень дух. Берем. Тогда по логике вещей меня и туда не должны пустить. Вот сюда. Открыт. Повнимательнее посмотрим. Может быть, здесь какой-то есть плакат или что-то. Нет. Пошли назад. Это странная тема. Дважды дверь ломать, причем по разным историям. Ну, типа по разным запискам, разным кодам. Странное решение. Понятно, то, что игра старенькая, особо на локации-то непонятное дело, что она не богата, но... Теперь у нас работает колодец. Я так чисто на шару просто подошел к нему, кнопку нажал и заработал. Я бы не полез туда. Вот честно, что там делать? Малые лезут.
Я лучше по чуть-чуть не буду снимать. Где? Блин, вообще чуть-чуть. Торопишься. Он сзади. Тихо, тихо, тихо. Опять сзади. Да твою мать, ты задолбал портоваться. О! Фотофреймом его долбанул. Что-то изображено на фото, хорошо? До свидания. Теперь с колодца можно забрать какую-то, ну, фигурку, дощечку, кусочек камня с символами. Стой, вот тут еще. Оп. Что-то изображено на фото. Что-то. Что-то где-то. Так. Как и на фото, на колодце есть синий камень. И резьба, камень, на нем странный символ. На обратной стороне неровность. Ну, это понятно. У нас таких получается... Дамочку возьмем. Ну, сохраняться я не буду, да. У нас есть во внутреннем дворе, где мы от слепой бабы убегали. Там есть у нас... как он? Ты чё, охренел? Да. Он просто очень быстро нападает. Видимо, чтобы жизнь малина не казалась. Где-то он тут сквозанул, да, на меня? Ну и чё, где мужик? Help me, guys. Так, он сзади. Теперь. Ну, я так его долбанул. Ай, пойдет. Странно, он сначала на тебя впереди нападает, когда ты бежишь, потом сзади. Ну, пускай нападает, мне очки прилетают. Я же забыл, куда бежал.
Внутренний двор камень вставляет. Точно, точно. По идее, сейчас у нас опять какие-то ребята должны выскакивать по дороге. Это кто, слепая? Блин, опять слепая это. Ой, блин. Давай-ка мы ее... Вещь. Да-да-да-да. Вот этой вот пленкой мы ее сейчас долбанем, хотя побольше ей прилетит. С первого-то удара. А там посмотрим. Не вижу, где она. Справа. Тут же нападает. Она урон получает и тут же нападает на тебя. Ну хотя бы ущерба побольше ей прилетает. Бам-бам-бам. О, хваталчик ей. Где? Да похер. Блин. Ну вот один раз классно ее сфоткал, а потом что-то не очень. Да, блин. То она летит на тебя, то не на тебя, то в сторону куда-то. Где это падла? Где тут? Ага. Пойдет. Блин, надо было вдогоночку сразу и еще раз прилетало что-то. Так, давай вот тут я где-то вставал. Ай, блядь. Теперь она нападать решила. Так, стой, все, замри. Вот. Ладно, похер. Да, там на какие-то секунды вообще она появляется. Там надо вот прям сразу же жахнуть второй кадр. А, блин. Так, встаешь вот здесь? Да, блядь. Потом вправо. И сразу на смерть, да?
Нормально. Вот сейчас хорошо попал. Просто замечательно. Всегда бы так. Если мне ничего не выпало. Нет. Так, сохранить, поменять пленку. Всякую дичь и мелких призраков лучше, конечно, на синие фоткать. Правда, дают ее немного. Так, вот сюда. Стой. По-моему, вот этот вот камень сюда надо бахнуть. Дверь заблокирована, герб семьи Химура. Наверное, открывает дверь, но не работает. Так. Еще один есть. А, ну вот, сюда заходишь. Все, я вспомнил. У нас же есть еще там, где комната сохранений. Вот прям тут еще один герб есть. Я не знаю, у них какие-то фамилии, конечно. Кто из них Химура, я уже не помню. То есть к каждой семье определенный герб относится. То есть определенная ветка локаций. Я пленку могу пополнить? Не то. Что сделал? А. Ну, они этот, как его, до 30 кадров. То есть, если у тебя меньше 30-ки, то тебе восстанавливают до 30. Ну, то есть, допустим, у тебя осталось 25 кадров. Они тебе вернут пятеру. Если осталось там 27 кадров, то сюда подходишь, тебе будет 3 кадра возвращено. Что лежит? Пилюля и страх. Идете. Так, следующая головоломка. А, блин, как же я делал-то? Так, вот этот символ надо вот сюда. Этот наверх вообще. Так, задачка-то усложняется. Не, все не то. Так. Этот сюда мы двигаем. Теперь надо как-то, по идее, вот с правой стороны вниз подвинуть, но... Надо местами поменять. Не то. Так. Ну, тут хода 2. Вот этот. Нужно, по идее, символы двигать к знакам, которые белого цвета. А вот тут уже непонятно становится.
ходов у меня 2. Ну, либо вот этот назад вернуть, либо вот это двигать. Хорошо, двигаем сюда. Так, либо этот сюда, либо вот этот сюда. Вот, стой. Блин, мне ходов не хватает. Вот эти 2 я на место поставил. Надо вот тот с левой стороны вниз переместить еще как-то. Раз. Все. Так, этот сюда. По-моему, я вот этот сюда двигал, да? Этот мы сюда двигаем. Этот сюда. А вон тот нижний бы. Мне ходов не хватит. Ну, нижний нельзя подвинуть. Только 2 хода. Ну все. Так, а что если начать этот сюда, допустим? Этот сюда. Так. Вот, а этот сюда. Сюда. Вот, получилось. Немножко по-другому надо начинать. Синий. Ну, короче, вставлено камень в резьбу. В каком-то храме. Сыкотно ее помать. А, брат. И брата. Попался. И чё? Она прям куда-то еще в сторону зырит. Направо. Что там? Что-то отражает свет на дне отверстия в полу. Зеркало. Ну, мне вот такое не надо. Дальше пошли. Так, там печать, наверное, да? Ну, такое я только на причале видел. Эй. Большой обрывок бумаги. Заметки Мафуя. Особняк начал меняться. Насколько я понимаю, призраки пытаются затянуть меня в прошлое. Духи используют свою силу, пытаясь сделать особняк таким, каким он был в прошлом. Начинают вмешиваться духи прошлого. Но что же произошло в этом особняке? От чего меня хотят эти призраки? Ну, что хотят? Без понятия. Так, ну... Я, кстати, вот все этот плакат еще не нашел. Так что 2 варианта. Либо мне туда, на причал идти, где вода, колесо водяное. Либо мне топать... Либо мне топать к этому.
Сначала там искать это панно, чтобы дверь открыть. Давай, наверное, к причалу сначала сходим. Как-то фишка с плакатом менее радужно выглядит. Причал вроде нашелся. Ну, как бы я знаю, идем, но тут недалеко. А плакат еще хрен знает, где искать. Кстати, там вот что-то подобное должно быть. Коробочка с пленкой. В принципе, тут вот зеленой пленки тут хватает. Главное, экономненько расходовать. Где-то тут у нас должно быть то, что мы ищем. Кто? Все. А, блин. Че ржет? Ну, я прошел правильно. Так или иначе, я должен по-любому этот, как его, найти. Плакат этот. Без него, как бы, все равно цепочка квестов не продолжится. Типа не все сразу. Так, где-то тут это парно. Ракурс. А чё такое? А чё ракурс изменился? Чё никто не нападает? О. Звук изменился, биение сердца или еще что-то слышалось, то будет призрак сейчас. Вот. Где-то он тут. Сзади, да? Падла. Ладно. Надо вот сюда выбегать к фонарям. Ну чё, кого, где она? Все, я ее там подожду. Когда-нибудь она прилетит. Вон сзади. Где? Ее по чуть-чуть, наверное. Все равно пленка не ограничена. Давай быстрее. Пойдет. На обратном пути, если что, кадры восстановим. Зеленую тогда можно и поэкономить. Коль так все здорово складывается. Я когда первый раз его проходил, как бы я всегда прям вот каждый кадр экономил, чтобы вообще ни одного лишнего не потратить. Там в конце довольно-таки сложно. Вот. Нашлось то, что искали. На куче камней лежит камень, светящийся фиолетовым. Резьба пурпур. Так, ну... ну все, понятно. Сейчас, короче говоря, мы эту кучку камней фоткаем. Открывается печать вот в этом храме. А почему нет?
Она разве не должна засветиться как-то? Что-то отображает свет фонарика во тьме. Зеркало. Почему-то не сработало то, что должно было сработать. Почему так? Погоди, вещь фото, файл. Нет, это мои фотки. Это... Вот это панель надо где-то найти. Ладно. Вот, каменный курган. Ну и чё, а почему не светится? Либо он еще где-то должен быть. Бля, может глюк какой? Подожди. Чтобы лишний кадр не терять. Ну это... Она на фотке там какой ракурс. Может быть с определенного ракурса надо отстать. Как будто как сзади. Нет, мне кажется, это не он просто. Я слишком долго хожу. Пикать надо. Слишком долго думаю, короче, хожу. Начинают призраки вылетать. Ну, в смысле, лишние. С которыми драться не нужно вообще лишний раз. Так. Ну... Оп, мужика поймал. Вот это хорошо. Наблюдатель. Слушай, а может быть он в библиотеке где-нибудь? Как ее поймать? Ну-ка. Прям так. Она причем, скорее всего, вылезает, когда ты только ступаешь на этот, какого, на ступеньки. Блин, а кстати, сейчас нормальный ракурс был. Подожди. Блин, ну там какие-то секунды, почему кнопка не сработала? Я успел. 12 тысяч. Че можем качнуть-то? Скорость. Да. Скорость максималка, кстати. Потом будет, конечно, прикольно вот какие-нибудь эффекты качать, типа там, чтобы замораживать призраков и так далее. А чё так много-то?
Вас почему так до хрена? Да похер, я ее так долбать буду. Я все равно пленку восстановлю. Она, видимо, за мной гналась еще оттуда, с этого, с воды. Ну, причала это. Слушай, а в этой комнате случайно не может быть тот самый плакат? Я бы, наверное, заметил. Ну, давай на всякий проверим. Куда они забегали? Стена не поддалась. Но ребенок прошел через нее. Тут есть место для установки свитка. Какого свитка? То есть ты поставил свиток и дверь открывается? Как-то странно. Пошли пленку восстанавливать. Кадров немного осталось. Интересно, тут можно ли набрать максимальное количество? Ну, типа там 200 выстрелов там зеленой пленки. Давай, сохранимся заодно. Почему сразу не выбрасывает в этот закрыть? Я не знаю. Надо прям нажать-то, что вернуться в игру, да, нет. Плаката нету? Нет. Угу. Коробка с пленкой лежит на полу. Надо, значит, вот в этой вот в этих небольших локациях искать. Я не знаю, у меня только вот в главном дворе. Назад в особняк-то меня не пускает. Но это, в принципе, хорошо, то, что у тебя сразу же отсекли ненужную беготню, минут 20-30, наверное. Ну, пока туда доберешься, плюс-минус. Так, ну вот еще один. Вот сюда можно камень какой-то применить, наверняка. Нет. Где-то есть. Рядом с причалом. Ну, рядом с водой какой-то камень. Который надо сфоткать, дверь откроется. Вот здесь наличие воды, кроме как вот в этом участке, я не видел. Вот, что тут есть. Ближе, вот. Мужик какой-то. Вот. Давай еще раз попробуем отсюда вернуться. Может быть, прямо отсюда как-то фоткать надо?
Вы задолбали. Вот так призраков много. Я получил ран. Грызанул меня чуть-чуть. Идете? А, тут без разницы. Так, вот стоя вот тут, есть какие-то ракурсы? Нет. Нет. Это, по-моему, единственный какой-то курган, который можно найти. Но, бля, где его еще искать-то? Там прям ясно на фотке видно то, что причал, доска вот такая, вода и вот камень этот стоит. Здесь же камней никаких. Арисака. Уй. Арисак. Где его искать тогда? Так, но назад меня не пускает, это факт. У меня есть какой-то камень пурпурного цвета. По печатям. Давай вернемся туда, я не знаю. По идее, дверь с печатями у меня нет. Называется Ночь в Дрифт. Игра называется Fatal Frame. Она же Project Zero. Там, по-моему, в США она называлась Project Zero, а в Японии Fatal Frame был. Или наоборот. Короче, у меня только одна догадка. Надо, ну, это понятно, что надо куда-то в камень втемяшить. Дело в том, что надо еще и сфоткать этот курган и найти найти плакат. Но в обратку меня вообще не пускают. А, теперь это работает. Зашибись вообще. Ладно. Так. Семь ходов у меня. Это сюда. А нижний никак? Нет. Мне бы верхний. Ну, допустим. Так,
Так, 2 на месте. Но у меня 2 хода, нет. Не так. Мне надо верхний, считай, направо переместить. Если этот наверх, тот вниз пойдет. Ну-ка, подожди. Нет. Так, тут у нас 2 хода в начале. Либо этим камнем. Я уже забыл, с какого начинал. Допустим. Нет, тут на шару не получится вообще двигать. Сброс. Так, 2 камня. Давай вот с этого начнем. Который как на ворота похож. Этот сюда. Он сразу на место встает. Открывается еще 2 хода. Вот этот камень надо наверх долбануть. Но он наверх не едет, по-моему. Это будет тот камень, который на месте, его лучше не трогать. Пусть он там остается. Так, стой, ну-ка, этот сюда. Блин, вот тот бы направо. Направо и наверх бы переместить. Нет. Херня. Давай с этого начнем. Допустим, сюда. По сути, это как пятнашки, только более подковыристый и с определенным количеством ходов. Допустим, так. Сюда. Нет. Вот хер его знает, с какого начинать. О, подожди. У меня как-то этот на место вернулся. Теперь вот эти 2 местами. А нет, вообще все 3 неверно. Побольше выходов было замечательно. Три хода. Раз, а потом этот. Не. Вот этот прям четенько встает. Как будто он тут и должен быть, но возможно это развод.
можно двигать, и как раз его, может быть, в последнюю очередь надо двигать вообще. Нет. Просто тут очень дохера комбинаций вообще сразу же появляется. Они как бы растут, комбинации в геометрической прогрессии. Нет. Херня. Ну вот это прям четко стоит. Ну как будто, блин, вот тут очень хочется его туда поставить. Но не то. Вот два камня ставятся, но потом начинается вот вообще нескладуха. Причем те камни, которые я поставил, я только их перемещать не могу. Причем только мне остается два хода. А нужно это решать, чтобы еще один ход в запасе, по-моему, был. Вопрос на миллион, блин, с какого начинать вообще? Так, ну если этот я двигал, значит только двигать вот этот. Его бы наверх. Вот этот сюда. Потом вот. Еще по идее вот справа сверху переместить его влево, а этот вернуть на его место, и все. И как бы все встанет. Но, бля, почему я не могу его перемещать? Надо понять, как это дерьмо работает просто. Ну, как бы принцип-то понятен. За определенное количество ходов тебе надо поставить фигурки, которые на вот пятигранниках, поставить на символы, которые на тарелке расположены. Но почему некоторые двигаются, некоторые нет? У проезженных этих, где толще линия, там можно его двигать. Но двигать ты можешь только определенные. Вот, допустим, слева, то есть с правой стороны нижней, я не могу подвинуть почему-то. Хотя она очень бы в тему туда вошла. Если я вот этот поднимаю наверх, то тогда она не сможет двинуться вправо.
Если вот это я поднимаю наверх. Так, стой, ну-ка. Раз. Это мы ставим сюда. Это... Ну, блин, допустим. Все. Так. Этот мы двигаем сюда. Да, ну опять ходы. Вот умели раньше загадки делать. Так, этот мы двигаем сюда. Попробуем на опережение. Вот этот мы сюда. Допустим, так. Вот так. Этот возвращаем на место. Нет. Но начинать, походу, надо с этого. Хотя не факт. Хитрые загадки может быть вообще даже. Как предыдущие. Не, вообще не то. Мне тут 2, тут 3 хода не хватает. Так-то было бы больше ходов. Сейчас бы нижнюю на место. Вообще было бы самое то. Все. Вроде как начало правильное, но потом вот где-то сбиваюсь. Вот я хрен его знает на какой развилке. Допустим. Вот этот сюда. Ну и остается нахрен у меня один ход. Неверно. Надо как кубик Рубика почти, только в пятнашках. Должен же, блядь, на низ. Но внизу самом ход появится, и все, и загадка будет решена. Твою мать. Да, нахер сброс. Либо вообще в корне в целом начало неверное.
Да, ну у меня ходов не остается вообще тогда. Так, подожди, давай вот отсюда попробуем. Что нам дает? Какие ходы? Допустим, так. К примеру. Это на месте. Но у меня опять ходов не хватает. Еще раз. Ходов у нас 2 опять. Ну, либо этот назад вернуть, что бессмысленно. Либо вот этот сдвинуть. Когда ты сдвигаешь вот этот сюда, значит у нас получается раз ход, 2, 3. Ну, третий бессмысленный. Если я этот подвину сюда, тогда у нас встает вот этот на место. Этот мы двигаем сюда, допустим. Нет. При открытых комбинациях всегда получается 3, и третья комбинация, она неверная. Ну, в смысле, тебя только назад фигурку двинуть. Так. Ну вот и все, и ты застреваешь вот тут. Так. Хода 2. Тогда сюда. Раз, два. Третий бессмысленный. Тогда мы двигаем. Если вот эту я двигаюсь сюда, что у нас открывается? Бля, сейчас мозг скипит просто. Так, это сюда, потом этот, если я, получается, его назад, да, просто поставлю. Почему вот это вот не крутится? Опять. Не то. Че так ходов мало? Причем что с одного камня ты начинаешь, что с другого, все равно у тебя не так не получается. Какая-то фигура становится неактивной.
Ходов не хватает. Так. Блин, ну опять. Давай, наверное, перекур. Надо мозг охладить. Сейчас я подойду. Продолжаем мучить загадку. Так, давай попробуем еще раз с этой начать. Нет. Если тут...
Так, это мы двигаем вот сюда, если... Блин, вот вверх мне бы передвинуть вообще было бы нормально. Вот с этой лучше начинать. Эту двигаем вниз. Эту. Так, ну, нижняя точно бессмысленно, либо эту, либо эту. Это, по идее, вот сюда. Это ставим на место. Не, за 2 хода я точно не смогу их, наверное, так поставить. Не хватает ходов. Так. Слава богу. Ух! Я смотрю, что-то как-то вот нестандартненько все пошло. Неужели? Угу. Брательник идет туда прям. Это брат. Естественно, его уже нету. Большое помещение, кстати сказать. И она идет по кругу. Здесь у нас в этом месте как раз основной ритуал проводился. Спускаться надо. Так, давай. Давай назад. У нее голова, когда она бежит, покачивается, как у голубя в такт шагам. Да, быстрее, ну. Надо, чтобы она как в этом, как в Dark Souls тоже скатывалась по ступенькам. Она куда-то смотрит. Я пленку сразу поменяю. Не то. Походу сейчас кто-то серьезный нападет. Угу, вот тут один. Ну давай. Ну как обычно, наверное, плачущие.
Раз вот история про это, что дети играли в прятки с плачущей, вот этой вот. Она надевает маску, ей глаза типа этой маской выкалывают. Она типа должна их как-то искать. Вот такой вот странный ритуал. Брат вот сюда подходил. Огромная дверь на моем пути. Похоже, она не откроется. Она закрыта. Мужик. Блин. Ну я промахнулся. Надо было не крутиться. Обрывки. Ритуальные маски и их значения. Ну вот как раз эта маска, которая нашему основному призраку, который нападает, если ты двигаешься без глаз. Вот, собственно, почему она без глаз была. В ритуалах Химура важную роль играют маски. Одна из них называется маска слепого, которая используется в ритуале демона. Две пластины пронзают глаза маски слепого. Ну, точнее, не пластины, там скорее как шипы. Пронзают глаза маски слепого. Она используется в ритуале демона. Легенда гласит, пока демон ничего не видит, войди на алтарь и выполни ритуал. Это может значить, что маска слепого является ключом к алтарю. Все, мужика я поймал. За этой дверью есть ритуальное. Это место, чтобы что-то вешать. Интересно, это устройство, открывающее ворота. Блин, а тут желательно, конечно, обычной пленкой сфоткать, чтобы лишний раз не тратить. Зеленое еще пригодится. Маска с кольями появилась на колонне возле двери. Сюда надо какую-то маску повесить. С кольями. Бля, тут же эта баба появилась. Погоди. Вещь. Кассета. Пленка. Меняем. По чуть-чуть лучше буду долбать ее. Эй! Все, побежали, блин, я не успел от нее убежать. Я, наверное, пленку, да, еще не переставил. Или переставил? Не переставил. Чтобы ей урончика побольше-то заходило. Че урон-то не засчитали? Ну нормально же было все. О, Fatal Frame. Текаем, текаем. Блин, ну я застреваю, вот какие-то там кувшины разбитые или что-то в этом роде. Пойдет? На фото зажжены только красные свечи.
Но я знаю, куда идти. Теперь загадку со свечами будем расследовать. Открывать. На месте приведения лежит коробок спичек. Старые, но спички сохранились. Все понятно, куда идти. Так, давай-ка мы пленку поменяем. Вот так. Не, быстрее эта гражданочка не ползает по лестнице. Очень аккуратная. Надо заходить, короче говоря, во двор большой. И потом вот в эту комнату ритуальную, там, где у нас сохранение. Ну, в принципе, тут, блин, что не зайдешь в эти комнаты ритуальные, по-моему. Так. Вот тут, по-моему, да, у нас? Вот. Ну, хотя бы понятно, куда идти. Вторая ночь куда длиннее первой, кстати сказать. Так, отсюда нужно во внутренний двор. Давай пленку, наверное, пополним. Лишним не будет. На всякий. Указывающая. Все. Кстати, а что у нас по баблу? 6000, все. Не густо. Тут еще у нас что-то светится. Где-то тут. Эй. Вот. Как-то странно, подожди, ты только наводишь, она сразу исчезает. Будто дух этот плавающий. Не то. Стояла фото по-любому, кстати, да. Сработал. Но наугад просто шмальнул. Так, следующая загадка. Нам нужно зажечь все свечи, но каждая свеча нагасит предыдущие. Много головоломок, да, на 1 квадратный метр. Пам-пам-пам. Я помню, что в прошлый раз я это решал просто на шару. Тыкал свечки, пока они не загорятся все. Все горят. Все горят. Свечи поставлены в линию перед небольшой коробкой.
все, это типа загадка не работает больше. Странно, свечи же только что все горели. Они должны все загореться, и коробка должна открыться. Может, глюк какой? Ну, тут просто наугад это надо зажигать. У них последовательность, наверное, никто не знает. О! Я не знаю, просто натыкал, вот она открылась. Дверь открыта. Внутри коробки есть старый свиток. Вот он. Это рисунок демона Зега. Зга. Или Тега. Хуй. Я где-то уже его видела. Бля, опять кто-то за мной бегает. Серьезно, опять слепая? А чё так много их? Блин, ну я не знаю, как от нее убежать. Один призрак тебя может замочить. Тихо. Мы двигаемся. Она портуется. Бля, реально как будто их тут две. Ни вправо, ни влево, не получается от нее удрать. Так вообще не двигаться. Сзади, стопудово. Да. Падла. Давай хоть по чуть-чуть ее сносить. Бля. Так она видит. Блин, он почти, кстати, на Fatal Frame ее поймал. Как-то это рандомно тут работает. Сзади. Только чуть быстрее начинаешь от нее отходить, все. Туби пизда. Да, твою мать. А убежать вообще можно от нее? Ну, типа свалить из комнаты. Ну и тут же она бросается. Погоди. Ее бы не мешало, конечно, такой пленкой бахать. А чё вы тут делаете вообще? Сзади. Тебя закрывают в маленькой комнате с призраком, который телепортируется. Вообще шикарно.
Он летает через стенки, все нормально. Еще урон не нанес. Ну ладно, хоть так. Тут же бросок. Так достает. Вот ты падла. Да ёбаный ты твой айс. А так она вообще, по-моему, да? Ну-ка сейчас попробую. Не то. Ладно, пусть дамажит, что делать. Не выбраться. Сука, и сзади, постоянно, блядь, сзади. Подохал. Причем обычной пленкой ее захерачил. Ну вот урона получил. Это не очень. Тут хилки ограничен. Так, а на чем я остановился-то? Свиток. Свиток. Он у нас закрывал какую-то дверь. А. Дверь с малыми. Все, я вспомнил. Надо в комнату с детьми идти. Значит, куда-то сюда пялит. Что надо? Зырит прям. А не слишком ли дохуя призрака? Ладно. Где он? Ну, этот ребенок постоянно по полу ползает. И, как правило, он сзади оказывается. Где-то тут. Чё, где он? Ай-яй-яй. Чуть за ногу не схватило. Да, я не успел. Где? Где ты? Эй, ежик! Ежик, ты где? А. Пойдет. Ну, а тут попроще, чем с этой плачущей. Слепая телка просто атакует очень быстро и не дает тебе отходить назад, когда ты лупишь по ней. Так, что-то надо еще сфоткать. Эту дверь? Нет. Может, что-то взять даже надо. Ряд красных кукол прикрывает свои глаза ладонями. О. Вот он. И чё? Что-то изображено на фото. Я вообще без понятия, что это за хрень. Это набор пикселей. Я вставил в альбом фото. Место для подвешивания свитка на стену. Да, все. Наконец. Свиток сюда вешаешь, и дверь теперь работает. Это у них типа ручки такой. Понял, принял. Я
оказался, короче говоря, во второй половине дома, в первой части его. Блин, я не знаю, тут малой прям за кимоно бежит. Да ну, нет, он слишком быстро. Мудохаться сейчас 2000 лет за одним призраком неохота. Вот этим сложна первая часть, то что очень быстро выпрыгивают призраки с разных сторон. Снизу, сбоку и так далее. Вот эти пацаны бегущие. В других частях как-то это попроще было все. Ну, чуть-чуть попроще. Клочок дневника леди, по-моему. Ну, я не знаю. ЛЗДИ. Я не знаю. Это аббревиатура, может, какая-то. 18 июня. Похоже, камера обладает некой силой. Она фиксирует даже то, чего нет. Микота попросила меня отдать ей камеру. Не понимаю того, что снимает камера. Но я знаю, что не позволю Микото это видеть. Надо ее защитить. Может произойти что-то ужасное. Я чувствую. Ясно, понятно. Очков у меня. 10 косарей. Вау. Надо 14-16, по-моему, такие цифры там. По стоимости. Надо быть к тому, что сейчас локация-то та же. Ничего не поменялось, но будут предметы какие-то новые, еще что-то. Вот, типа того. Пленка находится внутри. Вот, это хорошее. Это чисто на босса. На босса вот этой ночи пойдет. Босса с 74-й пленкой самая шикардос лупить их. Что-то блестящее. Камень духа опять. У меня столько усилений нету. Аккуратненько двигаемся. По чуть-чуть. Открывается. А теперь эта дверь не заколочена. Коробка с пленкой. Хорошо. А я могу больше 99 носить с собой? Нет. Не могу. Но синяя, она бесконечная, по идее. Зеленую желательно, конечно, на призраков тратить, но... Я толкнула, но дверь не открывается. Похоже, она закрыта с другой стороны. Не всегда ты успеваешь переключиться между синей и зеленой пленкой. Если можно было бы ее как-то менять... Да, клавиши другие не работают. Подожди. Да, не работают. Нас ведут в комнату с камином. Ну, если это можно назвать камином, по мне так костер просто посреди комнаты горит. Тут сейчас, кстати, да, я помню, пацан такой будет, мини-босс. Он сложный. Сейчас придется с ним помудиться. Коротенькая юбочка. Я попробую поймать этого пацана. Подожди. А че он замедлился тогда? Почему он замедляется? Я вроде усилений никаких не покупал.
Дети в прятки играют. Поэтому по чуть-чуть ему сносим. Лучше пленку восстановить потом. Но зеленую я не вижу на него смысла тратить. Пойдет. Ай-яй-яй. Я не в ту сторону побежал. Да, бля. Подожди. Ловит. Не то. О, его даже откинул, на Fatal Frame его поймал. Правда, маленький совсем. Еще бегай. Правило, они сзади появляются. Не поймал я его. Где он? Сзади. Ну, ожидаемо. Где-то тут. Да, только приготавливаешься его сфоткать. Осталось-то разлоком вот бахнуть. Прицельного. Ну давай так. Хорош. Соточка ущерба ему как прилетела. Так, свечки все, дверь открыл. Там, где стояло привидение ребенка, что-то блестит. Зеркало. Yes. Добрано святое зеркало. Интересно, что же оно значит. Вот именно. Так-ка, может, к этим ящикам подойдем. Блин, я думал, что это другое дадут, какой-то ключевой предмет. Чё? А, часики. Что-то изображено на фото. Я не понимаю, что это такое-то вообще? Других часов я не видел в доме. Это загадка или просто так? Детское письмо. Неужели Микото не собирается меня искать? Мы играем в демона, и она демон. Ну, видимо, вот этот без глаз плачущая баба. И она... Мы играем в демона, и она демон. Может, она передумала? Интересно, Микото любит меня? Если она найдет меня, может, я ее спрошу? Часы остановились в 11:45. Я законспектирую это дело. 11:45. Пригодится. Наверняка пригодится. Потому что второй раз к этим часам не подойти. Может быть сейф какой-то, может быть еще что-то. Так. Эту комнату я обошел. Мне, по идее, наверх надо. Старые книги о ритуалах. Понятно. Мне надо наверх. Вот откуда мячик сейчас падает по ступенькам. Для начала хочется вон там посмотреть, что. Вдруг что-нибудь появилось, изменилось, еще что-то. Дверь открывается. Бесчисленные жуткие отпечатки рук. У нас открылась вот эта дверь. А может, я верно иду? Раз катсцена началась.
Я поставлю, пожалуй, вот эту вот пленочку. Кто такая? За нее, наверное, что-то дадут. Ну, в смысле, какой-то квестовый предмет. Где это падла? Сука, совсем рядом была. О! Это, видимо, та самая Микота, которая демон. Не плачущая, точнее, ну, не тёлка без глаз. Не успел. Надо переключиться. Она где-то вот там летает. Подожди, тут? Чуть-чуть хотя бы, ну ладно. Ну не фатал фрейм, не идеально. Блин, ну хотя бы мы ей сейчас урона натрескаем. Блин, не попал. Пойдет. Надо текать от нее. Она меня застанила, что ли? Что происходит? Кстати, отхилиться бы не мешал. Где она? Где-то там летает. По-моему, она вообще ускакала в начало комнаты. Серьезно, а че она пропала-то? Надо догонять. Так нападает, так она убегает. Где она? Сваливает. Да ёб твою мать. Пойдет. Он за стенками прячется. Может, пойдет. Не пойдет. Назад чуть-чуть. Ну то.
Подожди. Надо поймать. Все равно ловит. Ты смотри, какая падла. Не в ту сторону. Тоже не в ту. Вот это хорошо я и приложился. Прям лицо ее поймал. И чё мне за нее дадут? Ладно, давай исследовать. Вот сюда ты заходишь. Удается мне просто зря бежал. Ну ладно. Надо туда, где мячик выпрыгивал. Окей. Я вообще думал, почему тут пленки мало дают. Кстати, да, надо полечиться. Да. Оп. Я все думал, почему тут мало так пленки дают синий. Она оказывается бесконечной. Хоть зафоткайся. Так, все, мы туда не пойдем. Мы сейчас будем подниматься там, откуда мячик падал. А то сейчас игра начнет штрафовать. Кстати, начинают отпечатки на стенках появляться. Кровавые следы. Чё, куда назырит? Куда-то пристально она прям смотрела. То есть, если какой-то предмет, ну как это было в Резидентах, голову поворачивает. Чё, кого? Кого сфоткать? Исчезла, что ли? Нет. Что надо запечатлеть-то? А, вон, за дверью. Печать какая-то. Я комнату не узнаю. Июня. Микота нашла странную камеру. Она сказала, что нашла ее в особняке, когда играла в демона. Я пыталась узнать, где именно в особняке. Она повторяла одно и то же, что камеру ей дала девочка в белом кимоно, ну вот это вот указывающее. И больше ничего. 14 июня. Я посмотрел на камеру, которую Микота вчера нашла. Но ничего особенного не увидел. Ее здесь, вероятно, кто-то когда-то оставил, чтобы изучить особняк. 15 июня. Погода сегодня отличная, и мне кажется, уже лучше. Трое из нас решили прогуляться в горах, и мне недавно не было... давно не было здесь. Ну, видимо, меня давно не было здесь, и мне кажется, очень нравится. Ей понравилась камера Микота, которую она весь день снимала.
О, кстати, лестница у нас восстановилась. Она была разрушена. Так, ну теперь надо вот эти вот веревочки найти. Где они находятся, я понятия не имею. Возможно, это тут. Похоже ведь? Что-то не очень похоже. Подожди. Вот, то не то. Файл. Да. Блин, да вроде вот этот потолок, но очень похоже, по крайней мере, на него. На балке. Да. Просто чуть дальше надо было пройти. Мщение там было написано. Все, можно подниматься наверх. Кто-то лобает. У-у-у-у. Ну, все видели, да? Кто-то в окошке сидел, играл, потом вжух. И исчезла. Талисман исчез, силу держи, исчез, да, исчезла. А деда не фоткал. Да ну там, что его, только ногу ловить, что ли? Что, издеваетесь? А иди ты в жопу, короче. А, слушай, он там на секундочку задерживается возле входа. Ай-яй-яй, ну я тут сам затупил. 1000 лет крутился. Надо сделать шаг, сфоткать. Вот, все нормально. Блять, зачем 2 раза-то? Ладно, мы сейчас пленку восстановим. Все блестит. Несколько клочков бумаги лежат на старом столе. Заметки брательника Мафуя. Похоже, женщины-призраки с выколотыми глазами реагируют на звуки. Ну, спасибо, блин. Очень вовремя сделано это замечание, потому что, блин, я уже типа должен об этом определиться. Реагируют на звуки. Если я не буду шуметь, меня они не заметят. Спасибо. 508 таких призраков завалило, а потом тебе объясняют, как их убивать надо. Что-то блестящее лежит под декоративной урной. Не надо. Мужик сюда зашел. Он зашел в библиотеку. Погоди. Мы сейчас пленку восстановим, сохранимся. Так, ну тут проход. Ага. Угу. Ладно, мне не сюда. Подожди, а где тут комната сохранения-то была?
Карта. Ну, она же здесь была. Да, мужик, сейчас я подойду, подожди. Ну была же здесь комната. Балкон почему-то. Пойдите уже, короче, ладно. Где моя дочь, Микото? Это вот, которая в прятки играла с детьми. Чувак, я не в курсе. Ключ. А у нас сразу есть какой-то закрытый альбом. Небольшой сейф находится на комоде, маленький замочек есть на его дверце. Что? А ключ она не хочет к этому маленькому замочку применить? Ладно. Камень духа, пердуха. Я нашел старый дневник на полке. Клочок дневника. 18 июня. Последние несколько дней Яе, ее так зовут, фотографировала камера Микото особняк. Я спросила ее, что она снимает. Вот это на что она все бормотала. Я их вижу, как в бреду. Больше она ничего не сказала. С того дня, как мы гуляли в горах, Ие, или Яи, блин, короче, 2 буквы, по-моему, имя. Что-то не здоровится. Сегодня она в постели и больна. Это все? Июня. С тех пор, как мы переехали в особняк Химура, мои исследования стали продвигаться быстрее. На днях я нашел какие-то документы, оставленные последним из рода Химура. Мне говорится, что он совершил убийство, а затем убил себя. В этом особняке много разных устройств и механизмов. И там, кажется, есть комнаты, которые не показаны на схеме. Дома, я уверен, что есть еще много документов. Которые не показаны на схеме дома. И я уверен, что есть еще много документов, скрытых где-то в этом месте. Здешние люди очень высокомерны, но местное население особенно молчаливо, когда речь заходит о ритуале. Дева храма, священное зеркало, беда. Ну, вот это священное зеркало я как раз покусочно собираю. Я уверен, что ритуал должен быть ключом к пониманию всех легенд. Так. Какой же я тогда ключ мог найти? Может на звук идти? Не знаю, пока дают лут. Пока появляются враги, вроде иду правильно. Начинается. Вещь. Пам-пам. Да, больше 99 не набрать. Как ни крути. Дай-ка мы камерку. Давление прочь призраков. Замедляет ненадолго движение призраков. Вот это бы качнуть, конечно. Более видимые парализовать. Остановить призрака. Слушай, вот это прикольно. Это можно поставить в камеру? Я не понимаю, она стоит или нет. В смысле, вот эта функция. Ой, повнимательней. Камера. Камера. Вот, бонусная функция. Да, искать.
Хер его знает, вроде поставил. Надо проверить. Вещь. А, ну все, пленки я поставил. Давай опять с плачущей бодаться. Ну вот эти как, по-моему, плачущие их называют. Не попал. Fatal Frame. Так хотелось. Тут же бросается. Подожди. Тогда при таком раскладе ее прям надо вот в этот Fatal Frame ловить. Она сзади. Где она? Ну, сзади. Как тебе такое? Ну где она? Да чего мудацкая чётёлка, блин. Так, ну я ее подзастанил и сумел как-то свалить. Как этими суперфункциями пользоваться, которую я поставил якобы? Может, я не поставил? Какая камера нахуй? Бонусная, ну. Автоматически следит. Может, это какой-то специальный, там, я не знаю, призрак. Типа его не отследить или что? Ладно, хрен бы с ним. Видно, что очки влил только. Где это падла? Понятно. Пойдет. Так, по-моему, ее можно подловить еще. Еще на Fatal Frame ее можно.
На, блядь. Все, поймал. Секунды вот какие-то, просто она на тебя бросается и все. Да, на оригинальной консоли было куда сложнее играть. Так, ну ничего, куда они мне идут? Тут спуск на лестницу. А вот здесь у нас... Во-во-во. Тут еще печать. Так, я помню вот этот прощелку эту. Эту щель я помню. Интересно, для чего мне ключ дали? Пойдет, прячущаяся. Все, печать содрал. Ну как-то поживее дело пошло, я смотрю. Зеркало. Спасибо, не надо. Тут я смотрю, и призраки почаще начали нападать. И этот, как его, то одно сфоткать, то другое, как-то все. Более понятно, по крайней мере. И хорошо, что не надо бежать в другой участок карты. Какие-то снимки, да. Жила-была одна баба, которая двинулась кукухой, нашла какую-то фотоаппарат, нашла вот эту камеру обскура, начала в фоткать. Никто и не видел, потому что она там призраков видит через эту камеру. А они есть, как суслик. Видишь суслика? И я не вижу, а он есть. 24 июня. Микота пропала. То есть нафоткалась и пропала. Она сказала, что пойдет поиграть в демона здесь, в особняке. Не думаю, что она вышла на улицу. Она взяла с собой камеру. Друзья Микота, все четверо, тоже не вернулись домой. Их словно похитили призраки. Прошло уже 3 дня, как Микота отняли у нас. Все так странно. С того самого времени, как мы здесь. Когда эта камера появилась у нас, я могу с ума сойти. Тогда я не смогу об этом думать. Я стану свободна. Я их вижу. Даже без камеры. То есть окончательно у нее фляга потекла. Призраков она уже начала замечать прямо без этой невооруженным глазом. А пока он сейчас туда не пойду. Кстати, вот она. Ключ бронзы. Вот здесь она сидела, лобала. Граммофон играл? Скорее всего. Большая кота. Выглядит чистой, будто недавно использованной. Ну да. Я буквально за стенкой находился, а потом тот призрак исчез. Давай. Открываем. Не откроется, как бы я не пыталась, может сломано. А вторая? Вторая за дверь не работает. Ну, либо бронзовый ключ надо бахнуть в библиотеке. Серьезно? А за что меня так штрафуют?
Нападают одни и те же. Все, уже никто не нападает? Нормально. Так, а по-моему, если я не ошибаюсь, чтобы вот эта вот суперфункция действовала, тебе надо камеру зарядить. Либо использовать камни духа, что ли, что-то такое. Не могу припомнить, как это работает. Поточнее бы. Так, сейф. Бронзовый, да. Пользуем. Бронзовый ключ. Вторая история. По-моему, это про бабку ее. Вот этой вот Мико. Это ее дед купил поместье, чтобы исследовать его в фольклорном направлении. Маска вот эта вот, которая глаза выкалывает. Ну, все пытался открыть, посмотреть, что за дверью. Я нашла записки фольклориста внутри сейфа. Маска отражения. Маска хозяина семьи Химура называется маска отражения. Легенда гласит, что она может стать лицом ангела или демона, означая, что ее выражение лица отражает суть того, кто одевает маску. В особняке Химура есть комната масок, где хранятся все маски, которые использовались в ритуалах, а маска отражения служит ключом в документе. В документе сказано, что маска, одетая хозяином, превращалась в лицо демона в последнем ритуале. Я положила книгу. Ой-ой, дед ходит, ой-ой. Блин, я, кстати, зеленые эти, как... Я зеленую пленку так бесшабашно расходую. Все? Я думал, в сейфе что-то дадут. Подожди, надо за дедом прямо идти. Блять, что заново? I came to research the Emerald. Теперь не поймать деда. Надо за дедом идти. Ну, тут я уже не успею. Да, он ушел. Короче, у меня два варианта. Даже один, по-моему. Туда надо в самое начало идти. Он же на балкон не мог обойти. Кажется, других ходов, по-моему, больше нет. Хотя нет, есть. Ну, маску я только в самом начале видал.
Ничего не работает. Да, хоть пленку пополнить. Сохранимся заодно. Да. Это хрень не пашется. Через большую дыру в полу будет дует холодный воздух. Туда что-то упало. Ну, не знаю, оно все зеленое. Под полом непроглядная тьма. Я ничего не вижу даже с фонарем. Вот, теперь светится. Вот оно. На фото изображена маска. Она напоминает ту маску, что висела здесь. Фото-то в альбом она вставила, а где маску-то саму найти? Но на стенах, декорациях есть странные существа. Здесь также есть небольшой колышек. Подожди, может что-нибудь тут еще? Давай спустимся. Повернись. Так, конечно, спуск по этим по лестницам тут вообще просто шикарный. О, что-то же блестит. Где? Вот тут. И люльки. Ну, на выход вряд ли меня разрешат. Я хочу уйти. Так. Жизни, ну нормально по жизни. По жизням. Постоянно забываю переключаться между вот этими пленками. Расходую лишнюю зеленую. Так, давай глянем тут. Так, ну значит дед куда-то еще пошел. Значит точно не сюда. Хотя... А можно вот без этого вот всего? Грар, походу, штрафовать начинает. Хорошо попал. Где он? Так и не знал. Слушай, ну это ведь самое простое на Fatal Frame ловится. Может, и специально сделали для прокачки, но типа ты бегаешь, тупишь, игра тебе таким образом помогает. Так. Надо идти туда, куда шел дед. Если я не ошибаюсь. Тогда поднимаемся наверх. Он из библиотеки куда-то вышел. Блин, а если они разводят, и мне типа не к деду надо?
Все, в сейфе точно ничего нет. Давай сюда. Так, это у нас музыкалка, да? Я, конечно, гляну. Нет, я думаю, дед бы появился. Блин, то все еще идет вторая ночь. Она очень длинная. Что, даже до босса еще хрен знает сколько еще пердолить. Засов открыла. Может быть, тут дед? Что-то все позакрывали. Ну, здесь эту бабу я замочил. Это типа ход будет у нас из основного коридора. Ну, то есть, треск. По сути. Дверь открывается? Хорошо. Вот куда мог этот дед-то свалить? Куда? Тут у нас кладовая. Хромого демон, избранный века, лет, месяцев. Так, 17, 20, 79, 25. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. И чё? Заставляют по тем же самым локациям бегать, только с другой нумерацией замки взрывать. Камень дух. Хорошо. Хотя, может быть, мне сейчас разрешат залезть туда наверх, открыть дверь. Опа, Степа, ты кто такой? 2 камня дух. А чё она не дергает? Хорошо, что не по одному не нападает. Ну, в смысле, по одному. Пойдет. Готов. А, тут без разницы. Я так и не врубаюсь, как тут специальные вот эти функции работают. 14 косарей влил, а не работает. Что за хрень, я не знаю. Может, они типа одноразовые. Ну, камень духа используешь, и тогда у тебя эта функция включается на какое-то определенное время. Допустим, на комнату. Не знаю. Разберемся. Вот тут дверь какая-то была.
Кто ноет? Кто-то прям отчетливо сейчас в ухо плакал. Ну, женский голос. Жуткая хреновина. Ладно, хоть камни духа собрал. Пригодится. Ненавижу вот эти лестницы тут. Это так долго происходит вообще. И ничего не сделать, пока вот эта вот анимация черепашья не отыграет. Так, главное сейчас просто вот удачно повернуться. Иначе игра опять решит то, что я хочу на лестницу подняться. Кстати, у нас дед любил туда спускаться, где этот... Засов. Дед у нас любил спускаться туда, в подземелье. Как я до туда побыстрее доберусь? Каждую комнату тут желательно сохраняться. Где? Башка летучая, очень быстро. Блин. Там какие-то секунды вообще. Что-то нащелкал, ну ладно. Я зато смогу сейчас пополнить. Я же синей пленкой фоткал. Может быть, есть, правда, резон с подземелья спуститься. Просто не помню, что там по подсказкам. Вообще вылетело просто из головы. Как-то они вести ведут более-менее. Ну, естественно, не за руку. Ой, блин, как попасть-то в это подземелье? Где я пурпурный-то, блин, эти взламывал? Я не помню. Сейчас, по идее, весь особняк открыт. Теперь надо определиться, в какую дверь-то засунуться. По-моему, это не пурпурная, ни хрена. Это вообще не этот.
Не к этой ночи задание относится. Эх, к тебе не помню, правда, куда идти. Показали деда из библиотеки, который свою эту херомору это искал. Да, давай спустимся. Шесть часов уже наиграно. Деда я видел только в библиотеке и вот тут. Помазку стирал. Ну, вот это вот замечательная, конечно, анимация. Анимейшн. Так, чтобы потом назад не бежать, я здесь вот сохранюсь. Давай ты быстрее. Сколько полный особняк призраков за ней гонится, она еле прется по этим ступенькам. Ну вот, что мне это дает? Просто открывающие ворота. Сюда вот эту маску надо. А где ее взять? Там на стене маски не хватает. И назад куда-то. Надо вспомнить, там, где комната с сохранениями, рядом с библиотекой находится. Там была маленькая дверь. Ключ мне какой-то синий давали. Не знаю, зачем он вообще. Сейчас пока что-то и куда бежать идеи нет вообще. Ну. В окончании квеста надо найти вот эту вот маску. С шипами на глазах. Она откроет нам дверь вот эти вот ворота. Типа это будет завершение этой ночи.
Сюда не может пройти. Не появляется призраков, которых надо на скорость фоткать. Значит, я иду неправильно. Ну, в смысле, по крайней мере, я потерял нитку. Нитку квеста. Не знаю, наверх или вниз. Тут по-быстрому не получится, да? Потому что она возникает как раз... Ай-яй-яй. Она возникает на подъем анимации. Анимации подъема. Так тут ее нету. Не то. Пойдет. Быстрей. Ну давай проверим все двери, которые тут возможно открыть. Тут у нас две двери, по-моему, да? Одна вот тут маленькая. Закрыто с другой стороны. Ну это вот как раз вот в ту комнатку, по-моему, она ведет. В комнату с сохранениями. И тут вообще заколочен. Давай по низу пройдемся. Короче, я потерялся. Похоже, закрыт. Ну это ход-то не сюда. Ход туда, к храму. Со ступеньками. Верно, я, по-моему, все оббежал. Замок небольшой, ну, особняк. Здесь будет так. А, блин. Ну, два варианта. Либо по скрипту должно что-то сработать. Стой. Так, с этими воротами находил мужика, находил полотно, находил маску, не находил. Что-то надо сфотографировать, чтобы маска появилась. Или клип.
Вот это я тоже не находил. За хрень вообще непонятно. И здесь. Свечки. Это я находил, это тоже находил. Хотя я не знаю, что это тоже такое. Все. Либо надо вернуться назад, а там вот где... Блин, а можно с ними не драться? Сейчас я попробую так делать. Ну, тут нечего делать. Туда вообще можно не идти. И игра начинает наказывать то, что долго вожусь. Я не знаю. Вот там вот, где все зеленые, по идее, бы надо сфотографировать. В самом начале. Она сейчас будет догонять. Кто не отвяжется. В стенку улетела. Попал как-то уголком камеры, ну попал. Причем на нулевой. Ну его там мало дали, он не заряженный был. Блин. Слушай, а может быть дед на балкон пошел все-таки? Ну а вдруг, правда, вот он взял и этот призрак пошел на балкон. В теории же такое может быть. Я только балкон не проверял после того, как мы с дедом встретились. А вдруг? Если что, он отсюда можно будет по-быстрому в самое начало вернуться. Вдруг этот призрак, стоя на балконе, вдруг он что-то оставил. Надо было катсцену на балконе посмотреть. Твою мать. Да вон там болтается эта баба, я уже фоткал ее.
Это мать ее? По-моему, это бабка. Вот она нашла типа камеру обскура вот эту. Видела привидений и весело их пофоткивала. Нет, мама называет вроде. Она такая, а чё ты палишь? Что случилось? Понять. Туда надо идти теперь. Чётенько прям показали, куда надо пердолить. Так, как я спущусь-то? Кажется, так во двор я спускаюсь. Ладно, тут недолго бежать. Главное, верно. Это дверь. Нет, не это. Ну, это типа склада там что-то. Ну, не то. Угу. Все верно. Серьезно, ну чуваки. Я понял, что я затупил, но чё вы душите? Все, где висела мать вроде или кто она, и не знаю. Мы собираем что-то. Собираем. Что это такое? Ну? А? О? Деда. Яе. Ее зовут Яе. Причем это босс уровня. Я думаю, что это бабулька ее. Стой. Вещь. Давай так. Такое. О, получше пролетело. Пойдет. Не то. Стой, ее там на фотофрейм можно было поймать. На. А, блядь. А так ловит, да? Нет, тут только чисто на фотофрейм ее ловит. Вот. Все, и текать. И текать. Бабуля? А, скакала куда-то. На фото призрака изображен ряд кукол. Все, бабуля скопытилась. Я не знаю, то ли это босс уровня, то ли просто подбосс какой-то, мини-босс.
Записка. Риоза, это моя вина, потому что я позволила Микото пользоваться этой камерой, а теперь злые духи забрали ее у нас. Это моя вина, простите. Ну, то есть, фото семьи, фото Кири. Ну вот это вот указывающий. В общем, понятно. Она не смогла справиться с виной и повесилась. Тарам-парам-пам. Чуть-чуть времени есть. Но я думаю, то, что это не конец ночи. Надо вон туда, к куколкам идти. В эту комнату. По-любому. А за куколок дадут маску. Вот. А потом эту маску. Чё, кого фоткать? Вот. Кукла, закрывающая глаза, появилась в середине ряда кукол. Давай посмотрим, что. Блин, я расходую зеленую пленку постоянно. Это плохо. А вот такие вот бесполезные вещи. Четыре куклы смотрят по центру. Они, как и те куклы, что были на фото, стойка закрыта. Что делать-то? Кого-то пялит постоянно. Или ну тут только вспоминать, где я находил последний раз эти куклы. Стой вот. Кто задом наперед? Что? Одна из волшебных загадок. Кто задом наперед? Чего их меньше становится? Надеюсь, я правильно что-то делаю. Нет. Ну, куклу я нашел, чтобы ее сюда поставить. Вот. Наконец-то мы нашли маску. Теперь надо нам идти в начало самой игры. Эту маску применить, и тогда повернется стенка. Но это совсем другая история. Будем продолжать потом. Я сейчас просто не успеваю уже. Ибо беготня вот это вот очень много времени заняла. Но ничего, по идее, почти, думаю, почти вторая ночь ближе к концу. Потом еще третья и четвертая, кстати сказать. Так что еще все впереди. Ну, где-то даже половину игры я ничего не прошел, так что вот. Ладно, ребят, будем на этом заканчивать. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, пишите